Почти вся жизнь Анны Андреевны Ахматовой связана с Петербургом. Еще ребенком ее привезли в Царское Село, где она жила до 16 лет. Затем был сам Петербург. Очень многие годы ее жизни связаны именно с дворцом Шереметьевых, то есть, как его еще называют, фонтанным домом. Последние годы жизни Ахматовой связаны с Комаровской дачей, которую она сама называла будкой. В 10-х годах XX века на смену символизму приходит такое направление, как акмеизм, с его требованием точного слова и возвратом от заоблачных полетов символистов к красоте нашего земного мира. В это время у Ахматовой выходят книги. В 2012 году первый ее сборник, который называется «Вечер», и в 2014 году «Четки», которые потом будут несколько раз переиздаваться. Об этой книге восторженно отозвались Цветаева и Мандельштам, молодые современники Ахматовой, а такие серьезные мэтры, как Александр Блок и Валерий Брюсов, высказались более сдержанно, но тоже очень доброжелательно. Кроме того, Ахматова очень много выступает, в том числе в знаменитом кабаре «Бродячая собака». И в 2014 году создается два ее знаменитых портрета. Один – это портрет Деллы Воскардовской, где Ахматова изображена с красной шалью и книгой в руке. И не менее знаменитый портрет Натана Альтмана в длинном синем платье с желтой шалью. Таким образом, Ахматова все более начинает восприниматься как символ женской поэзии акмеизма, той самой эпохи, которую начнут называть Серебряным веком. В 1913 году Анна Андреевна Ахматова пишет небольшой диптих, который называется «Стихи о Петербурге». Первая его часть – это городской пейзаж. Вновь Исаакий в облачении из литого серебра стынет в гордом нетерпении конь великого Петра. Ветер, душный и суровый, с черных труб сдувает гарь. Ах, своей столицей новой недоволен государь. Казалось бы, все очень просто. Ахматова выбирает самые традиционные символы нашего города. Это православие, Исаакий и императорская власть, медный всадник. Но загадка здесь совсем не в этом. Пейзаж оказывается удивительно драматически напряженным изнутри. Своей столицей государь недоволен, конь стынет в грозном нетерпении, и по какому поводу Исаакий надел праздничное облачение, тоже не совсем понятно. Вот. Таким образом, начинают даже вспоминаться, допустим, пейзажи Остроумова и Лебедева или картины Бенуа, где даже независимо от сюжета чувствуется вот эта внутренняя напряженность, внутренний драматизм. Во второй части диптиха Анна Андреевна Ахматова развивает любовный сюжет, но тем не менее накал чувств уменьшается. Сердце бьется ровно, мерно. Что мне долгие года? Ведь подаркой на галерной наши тени навсегда. Сквозь опущенные веки вижу, ты со мной, и в руке твоей навеки нераскрытый веер мой. Ахматова мастер детали, и вот этот нераскрытый веер, во-первых, на языке веера нераскрытый, это означает отказ от любовного свидания. Во-вторых, некая такая театральность, она вообще свойственна для эпохи Серебряного века. И очень важна в этом стихотворении тема вечности. Подаркой на галерной тени навсегда, веер тоже остается в руке навеки, и поэтому и нет вот такого сильного накала любовной страсти. И дальше Ахматова говорит как раз об этом. От того, что встали рядом мы с тобой в блаженный миг, в миг, когда над летним садом месяц розовый возник, мне не надо ожидания у постылого окна и томительных свиданий. Вся любовь утолена, ты свободен, я свободна. Завтра лучше, чем вчера, над Невою темноводной, под улыбкою холодной императора Петра. То есть вот миг любовного свидания в летнем саду, он тоже остался в вечности. И поэтому любовь уже утолена. Уже не важно, что будет дальше с лирическими героями. И точно так же не важно, кому посвящено это стихотворение. Исследователи
видят в лирическом партнере Ахматовой кто Николая Гумилева, кто Николая Недоброво, но это совершенно не важно, потому что на передний план выступает образ города. Недаром и весь диптих называется «Стихи о Петербурге». Темноводная Нева, над которой происходит действие, ассоциирующееся с рекой вечности и забвения летой, и, с другой стороны, холодная улыбка императора, который уже не хмурится, не возмущается столицей, а царственной своей улыбкой, как напутствует лирическую героиню, оба эти образа становятся некой рамой. А в середине происходит лирический сюжет, который обозначен Ахматовой пунктиром. В этом стихотворении отразились все особенности творческой манеры Ахматовой. Во-первых, это точность слова, умение с помощью конкретной детали или подходящего эпитета передать свою мысль или чувство. Во-вторых, это типично, наверное, петербургская сдержанность в передаче чувств. Ахматова никогда не кричит от боли, не плачет, она говорит очень спокойно и интеллигентно. В-третьих, сюжетность стихов. Некоторые исследователи даже говорили о том, что Ахматова идет не от поэзии, а от прозы XIX века, и ее стихотворение можно развернуть в целую повесть или даже роман. Лирическая героиня Ахматовой неизменно сильная женщина. Она способна на глубокое, сильное чувство, но в то же время никогда не станет рабой любви. Ну и, наконец, любое мгновение, остановленное Ахматовой в стихотворении, переносится в вечность и вписывается в некий широкий культурный контекст. Петербург – это город-судьба, город музы Ахматовой. Был блаженной моей колыбелью темный город у грозной реки и торжественной брачной постелью, над которой держали венки молодые твои серафимы. Город горькой любовью любимый, с аллеей умолений моих был ты строгий, спокойный, туманный. Там впервые предстал мне жених, указавший мой путь осиянный, и печальная муза моя, как слепую, водила меня. В этом стихотворении Ахматова не только открыто признается в любви к городу, но и с помощью точных эпитетов рисует определенную эмоциональную картину. Блаженный, темный, грозный, торжественный, горькой любовью любимый, строгий, спокойный, туманный. Действительно, характер города, да и самой Ахматовой, очень хорошо передается этими словами. Ну и осиянный путь, по которому ведет Ахматову ее печальная муза, действительно заметен нам, если мы рассмотрим факты биографии Ахматовой. В 1924 году Ахматова пишет стихотворение, посвященное музе. «Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода пред милой гостьей с дудочкой в руке. Вот подошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю: ты ль Данту диктовала страницы ада?» Отвечает: я. Удивительное совершенно стихотворение, потому что в начале его Ахматова дает традиционно классический образ музы. Это милая гостья с дудочкой в руке. Но потом оказывается, что эта милая гостья диктовала не что-нибудь, а Данту страницы ада. И действительно, в творчестве Ахматовой потом появится Петроград и Ленинград как трагические маски, скрывающие лицо Петербурга. Город остался тем же, и характер его остался тем же, но испытания уже другие. И хотя Ахматова была эвакуирована в самом начале Ленинградской блокады, а во время сталинских репрессий сама не была в тюрьме, но тем не менее все это проехалось по ней как настоящее колесо судьбы. И она вправе сказать о себе: я тогда была с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был. И Дантовы круги ада, через которые провела ее муза, действительно существовали. В поэме «Без героя» Ахматова вспоминает очень многое и словно проводит читателя вслед за собой через все эпохи своей нелегкой жизни.
И, обращаясь к городу и другу, она говорит: разлучение наше мнимо, мы с тобою неразлучимы. Тень моя на стенах твоих, отражение мое в каналах, звук шагов в эрмитажных залах, где со мною мой друг бродил, и на старом Волковом поле, где могу я рыдать на воле над безмолвием братских могил. Если все-таки вернуться к жизни Ахматовой в Шереметьевском дворце, то я хочу прочитать стихотворение, которое как раз, наверное, передает самое главное, что здесь было. Не гадай в фонтанной гулкой келье, впору ли судьба невелика, век, как тяжкий жернов, судьбы мелет. Хлеб насущный, мука, стих, мука, выпекай из тонкого помола реквием по 1000 сестер. Белая метель от дырокола замела миллионный приговор. Ничего, ведь я была готова. Пусть тетрадь заветная пуста, первобытно вызревало слово на устах и шло из уст в уста поцелуем горьким и горящим, не прощением, скорбью одаря прошлое, мешая с настоящим, в будущем пожарами горя.